Дибазол наверняка о таком препарате еще помнят некоторые люди, но основная масса людей о нем позабыли, а зря одно из эффективнейших препаратов Советского Союза. В свое время отлично помогал избавиться от многих заболеваний. Так что такое дибазол? В чем его польза и от каких заболеваний в силах помочь? А также кому противопоказан дибазол? Не переключайтесь на все эти вопросы, а также мы расскажем о тех полезных свойствах дибазола, которые не написаны в инструкциях. Что такое дибазол? Дибазол – одно из самых известных лекарственных разработок времен Советского Союза, как и многие препараты лекарства, появилось после Великой Отечественной войны. Препарат помогает при гипертонии, стабилизирует и не понижает давление ниже нормального, расширяет сосуды и улучшает кровоток. Из-за острой нехватки лекарств еще 1946 года фармакологи и химики из Военно-морской медицинской академии и Ленинградского технологического института начали поиск новых синтетических лекарственных средств, аналогов пурина и пиримидина. Они играют важную роль для организма, участвуют в синтезе протеинов, стимулируют энергетический обмен, влияют на рост и развитие клеток. В результате был разработан препарат дибазол, который влияет на усиление центральной нервной системы. Препараты испытывали на кошках и канарейках. У последних он единственный вызывал рикани в зимнее время. Такие результаты дали возможность использовать препарат для восстановления движения после паралича. Также его использовали и используют по сей день для лечения самых разных неврологических заболеваний. Например, он отлично показал себя против неврита лицевого нерва, а вот товарищу Сталину дибазол не помог. К слову, врачи пытались лечить его левую руку, которая была короче и слабее правой руки после травмы. Однако, учитывая, что травму он получил еще в 6-летнем возрасте, и спустя 60 лет ждать чуда от одного препарата было бессмысленно, а чуть позже другие ученые в ходе исследований расширили применение дибазола. Препарат оказался иммуностимулятором, спазмолитиком и сосудорасширяющим средством, а также усиливал защитные реакции в борьбе против инфекции. Дибазол недорогой, прост в производстве, эффективный, к тому же востребованный до сих пор. Полезные свойства дибазола. Дибазол применяется при некоторых заболеваниях центральной нервной системы, а также для нейтрализации спазмов разного характера, но без назначения врача принимать его нельзя из-за многих возможных противопоказаний, о которых мы расскажем в конце видео, поэтому досмотрите ролик до конца, будет очень интересно и полезно. Гипертония – очень распространенное заболевание, о котором часто не знают или просто игнорируют, но если его не лечить, возможно инсульт или инфаркт, а также паралич тела. Есть множество болезней, при которых гипертензия дает особенно много негативных воздействий. Например, на фоне гипертензии может развиться сахарный диабет, избыточный вес, остеохондроз и атеросклероз. Наиболее незащищенной категорией являются люди в возрасте после 50 лет, а еще эта болезнь встречается чаще у мужчин. Именно в этом случае дибазол поможет предупредить все вышесказанные недуги, нормализуя артериальное давление. Также препарат показан при спазмах, кровеносных сосудов в мышцах и внутренних органов при гипертонической болезни, заболеваниях центральной нервной системы. Лекарство относится к группам расширяющихся кровеносных сосудов, свободного кальция. Таким образом, обеспечивает расслабление мышц и предупреждает судорожный синдром в спинном мозге. Препарат ускоряет обменный процесс на межнейронном уровне. Таким образом, функционирование спинного мозга улучшается, а периферические нервы возобновляют свою активность, расслабляет и немного успокаивает, активизирует иммунную систему, активно помогает выработать антитела в процессе. Увеличивается выработка интерферонов, активное вещество. Лекарственного средства помогает расшириться больше венам, а не артериям. Это становится причиной сильного и продолжающегося длительное время притока крови к сердцу. Такой процесс способствует уменьшению нагрузки на миокард, увеличивает объемную скорость кровотока, укрепляет сердечную мышцу и повышает приток кислорода. При каких заболеваниях назначают дибазол? Препарат еще и применяется в практике гастроэнтерологов, пульмонологов-хирургов
инфекционистов и иммунологов. Его часто назначают при спастическом колите, язве и гастрите, а также повышении тонуса, мышечной стенки желудка. Еще дибазол купирует и уменьшает болевые ощущения при панкреатите и холецистите, а кардиологи используют его при ишемической болезни сердца, активно используется при реабилитации последствий перенесенного полиомиелита, а также параличи после ущемления нервных окончаний и при воспалениях нервных стволов, также используется при гипоксии, для нормального кровоснабжения головного мозга. Используется еще для профилактики респираторных вирусных инфекций и в комплексной терапии у перенесших тяжелые инфекционные заболевания вирусного или бактериального характера. Гибазол вошел в состав противовирусного средства Цитавир-3. По данным клинических испытаний, если начать его принимать в первые часы заболевания гриппом или ОРВИ, то болезнь будет вдвое короче, а высокой температуры, скорее всего, не будет. Также препарат отлично приспосабливается к различным заболеваниям и относится к группе адаптогенов. Адаптогены – это препараты, способные повышать сопротивляемость организма к широкому спектру вероятных воздействий и к стрессу. В настоящее время адаптогены определены как вещества, которые повышают способность организма адаптироваться к факторам окружающей среды, так, чтобы избегать ущерба от них. Адаптогенам приписывается широчайший спектр действия по сравнению с подавляющим большинством. Таким образом, дибазол применяется при астении таких ощущениях, как усталость и слабость, а также на фоне послеоперационного периода как адаптоген. Дибазол активирует внутренние силы организма, ускоряя обмен веществ и повышая скорость биохимических реакций. Если принимать адаптогены в небольших концентрациях достаточно долго, 1-2 месяца, то клеточный иммунитет увеличивается не только за счет выработки интерферонов, но и иммуноглобулинов. Сегодня адаптогены – это средства профилактики, пробуждающие в человеке внутренние силы организма и не причиняющие ему никакого вреда. Именно такими действиями обладает проверенный временем советский препарат дибазол, который в силах повышать все возможности нашего организма. Как применяется дибазол? Таблетки дибазола не рекомендуется жевать или дробить и долго держать во рту, от этого зависит эффект. Каждому пациенту специалист назначает отдельную дозу в таблетках, и в растворе таблетки нужно принимать внутрь за 2 часа до или после еды. Доза для взрослых и подростков составляет 20-50 мг 2-3 раза в сутки, а для лечения заболевания нервной системы препарат принимает по 5 мг 1 раз в день, через день, курс 10 таблеток. Внутримышечно и внутривенно препарат вводят на основании описания дозы врачом, в индивидуальном порядке допускают и введение лекарства подкожно. Дибазол начинает действовать довольно быстро. При внутримышечном введении действует через 10-15 минут, а в виде таблетках в течение часа, продолжительность влияния несколько часов. Препарат снимает симптомы и является средством симптоматической терапии, часто применяется как средство оперативной помощи, так как действие начинается быстро и сразу распространяется по всему телу. Противопоказаний дибазола. Параллельно с полезными свойствами препарат имеет и ряд противопоказаний. Не стоит применять препарат при наличии аллергии и если есть индивидуальная непереносимость препарата. При нарушении функции печени и почек, сердечной недостаточности, при гипотонии, то есть постоянно пониженном фоне артериального давления, а также язве желудка и двенадцатиперстной кишки с сопутствующими внутренними кровотечениями, частых судорогах и сахарном диабете. К тому же дибазол нельзя назначать людям, работа которых требует повышения концентрации внимания, быстрой психомоторной реакции, необходимо применять с осторожностью пожилым людям и во время беременности. На этом закончим ролик на канале. Можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. С вами был канал «Полезные советы». До новых встреч!